Всем привет! Сегодня мы пригласили докторов Центральной клинической больницы. В этом интервью вы узнаете побольше о нейрохирургии. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь. Всем здравствуйте, меня зовут Шайх Мачураханович, я врач-нейрохирург в Центральной клинической больнице города Алматы. Работаю врачом-нейрохирургом уже около 2 лет, общий стаж в нейрохирургии 4 года. Меня зовут Жумабеков Абзал Хайратову, сейчас работаю нейрохирургом. Как вы открыли для себя область нейрохирургии? Область нейрохирургии я открыл для себя, когда учился в медицинском институте. Тогда мне показалось, что головной мозг – это самый загадочный орган нашего тела. И во время операции я понял, что хочу стать нейрохирургом. Во время практики, во время интернатуры я рассматривал такие направления, как нейрохирургия, кардиохирургия, потому что мне всегда нравилось идти по сложному пути. И в нейрохирургии я посмотрел несколько операций, я сразу понял, что это мое. Вот как раз интернатуру я полгода прошел в Центральной клинической больнице, и мне понравилось, то есть я смогу стать нейрохирургом, у меня получится, потому что я люблю работать руками. Как вы думаете, какая разница между сознанием и подсознанием? Сознание – это то, что ты управляешь, то, что ты можешь, а подсознание – это то, что внутри у тебя творится, то есть твой процессор. Ты не сможешь повлиять на это подсознание. А подсознание формируется на основании сознания. Какая самая важная часть мозга? Сам мозг для жизни, да, вот для жизни, то есть для сердцебиения, для дыхания, для контроля температуры тела, это ствол мозга. Думаю, что, наверное, самая важная часть, которая делает нас человеком, это лобная доля. То есть это часть нашего мозга, которая отвечает за высшие нервные функции. То есть думать, мыслить, все это. Самая сложная операция, которая у вас была, и как долго она длилась? Это было удаление, это эндоскопическое, через нос. Удаляли большую гигантскую опухоль из задней черепной ямки. Эта опухоль давила на ствол головного мозга. Пациент не мог адекватно дышать. И решили через нос удалять, то есть без разрезов на голове через нос удалили эту опухоль. Вот эта операция длилась около 14 часов. Мы оперировали периферический нерв. У пациента была плегия руки после ДТП и был отрыв всех нервов шейного сплетения с одной стороны. Там мы зашивали нервы, то есть 3-4 нерва мы зашили. Некоторые были уже повреждены. Мы с ноги взяли маленький нерв, который функционально незначимый нерв. Оттуда туда перешили, чтобы хоть как-то незначительно компенсировать. То есть эта операция не дает там полного восстановления, эта операция дает хоть какую-то поддержку, что базовые вещи, чтобы делать. Самая интересная для вас область исследования нейрохирургии? Все области. Для меня эти эндокринологические нарушения, основание головного мозга, это более интереснее по сравнению с другими частями головного мозга. Какие болезни чаще всего встречаются у пациентов и из-за чего? В нашем регионе чаще всего это спинальные патологии и проблемы с сосудами шеи и головы. Первое, это которые стенозы, я насчет этого говорил, это стенозы, они появляются из-за повышенного уровня холестерина, то есть из-за животных жиров. Нужно поменьше бишбармак есть. А аневризмы, они еще неизвестны. Это утончение стенки сосуда, от которого появляются грыжи маленькие. И они могут в любой момент разорваться, что может привести к грубой инвалидизации или к смерти. Расскажите о самых интересных фактах о человеческом мозге. Так, интересный факт. Мозг не имеет рецепторов. Мы можем, допустим, убрать какую-то часть, пациент это не будет чувствовать. Мы можем оперировать пациента в сознании. То, что головной мозг занимает только 2% нашего тела и потребляет около 20-25% всей энергии, которая производится у нас в организме. Правда ли то, что болезни возникают из-за влияния психосоматики? Наверное, частично это правда, потому что эмоциональный статус, плохие эмоции, все это может изменять наше состояние. Могут выделяться различные гормоны, могут выделяться гормоны стресса, которые в будущем могут спровоцировать какие-то болезни. Какие препятствия вы встретили во время учебы на нейрохирурга? Самое главное препятствие – это большой объем материалов, которые нужно изучить и знать очень хорошо и детально, чтобы в будущем во время операции не ошибиться. Мы не можем сейчас биологию нормально разобрать, а у вас хирургия.
Изучая человеческий мозг, затрагиваете ли вы тему психологии? Если да, то какие? Психологию, да. Есть опухоли, вот обычно это альфакторные менингиомы бугорка или площадки, вот, они, которые сдавливают лобную долю, и тогда у пациентов появляются патологии, которые связаны с психикой, то есть человек изменяется вот на 360 градусов, и после удаления опухоли человек обратно приходит в себя. Есть ли какие-нибудь лайфхаки, чтобы развить нейропластичность? Нужно изучать вот новые вещи, языки нужно изучать новые или новые навыки, которые вот до этого были нам недоступны. Тем самым формируются новые нейронные связи. И для пациентов с инсультами, для них это реабилитация. То есть как ребенок нужно все начинать сначала. Доказано, что физическая активность, правильное питание. Самое банальное – это просто здоровый образ жизни. И все, больше ничего. Как думаете, насколько изучен мозг? С точки зрения анатомии, она очень хорошо изучена. Мы знаем, где какие артерии проходят. С функциональной точки зрения это очень плохо изучено. То есть можно что-то сделать, но многие вещи мы не можем сейчас полечить. В плане функциональности, то, наверное, 10%. Мы, допустим, до сих пор не знаем, где находится наше сознание. То есть чувство «я». Говорят, возможно, это ствол. Но есть разные теории. Что такое немые зоны мозга? Да, немые зоны мозга, это так называемые зоны мозга, которые вот как бы значительно не влияют на наше функционирование и ежедневную деятельность. Например, височную долю, которая отвечает за запахи, вкус и музыку. Например, понимание музыки, амузия называется. То есть при удалении височной доли некоторые пациенты, которые были музыкантами, они теряют способность играть, например, на тех или иных музыкальных инструментах. Миф ли то, что мы используем мозг всего на 5%? На этот вопрос я точно не могу ответить. И последний вопрос. Есть ли у вас сообщения или пожелания нашим слушателям? Стремиться всегда к лучшему, изучать новое, соблюдать вот здоровый образ жизни, питаться хорошо. Желаю вести здоровый образ жизни. Это очень важно. Максимально сейчас начать развивать все свои навыки. И быть социальным. То есть всегда общаться с людьми, всегда не бояться.